Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня вы вместе со мной побываете в прекрасном французском городе с немецким названием Страсбург. Мы с вами посетим основные достопримечательности, культовые места, немного углубимся в историю города, а также попытаемся разобраться, в чем же особенность исторической столицы Эльзаса. В Страсбург я приехала на один день, и первое, что меня впечатлило, это Страсбургский ЖД вокзал, который напоминал летающую тарелку. Стеклянный купол вокзал приобрел после реконструкции 2007 года. Это один из самых важных железнодорожных вокзалов на востоке страны, и сегодня он пропускает около 600 тысяч пассажиров ежедневно. Что же представляет собой город Страсбург? Расположение города на границе с Германией говорит само за себя. Город неоднократно переходил от французов к немцам и обратно, поэтому здесь ощущается влияние двух сильных наций. Такова судьба многих приграничных городов. Если немного углубиться в историю, то к концу третьего тысячелетия до нашей эры на этой территории были поселения кельтов, которые они называли Аргентурат, что в переводе «укрепленное русло реки». Но уже с VI века город носит немецкое название Штрасбург или Страсбург, что обозначает «крепость у дороги». Первая достопримечательность, которая встретилась на моем пути совсем недалеко от железнодорожного вокзала, это дамба Вабана, которая была построена для укрепления реки Иль в 1700 году по проекту военного инженера Себастьяна Вабана и предназначалась как часть оборонительного сооружения. Я поднялась на смотровую площадку и увидела прекрасные виды реки Иль. Вы можете тоже вместе со мной полюбоваться этой красотой. Один из кварталов города, который мне рекомендовали посмотреть другие путешественники, это квартал Маленькая Франция, и я, не теряя времени, отправилась туда. С первого взгляда может показаться, что квартал этот создан специально для туристов. Настолько здесь все живописное, будто бы на картине, но история района не столь привлекательна. В средние века это был рабочий квартал, где проживали рыбаки, ремесленники, мастеровые. Они для себя строили деревянные дома, которые еще называли фахверковыми. А в конце 15 века здесь был построен приют для больных сифилисом. Немцы называли эту болезнь французской болезнью. И становится понятным, что Маленькая Франция – это был как уголок свободных нравов. Совсем недалеко от квартала Маленькая Франция находится церковь Святого Фомы. И сейчас мы с вами приближаемся к этой достопримечательности. Церковь Святого Фомы или Сен-Тома является протестантской церковью. Уже в VI веке здесь находилась церковь, посвященная апостолу Фоме. Несколько раз в церковь попадала молния, что приводило к пожару, и только в 1521 году было завершено строительство новой церкви. В таком виде она и дошла до наших дней. Чем же еще примечательна эта церковь? Дело в том, что здесь
находится мавзолей выдающегося полководца Франции Мориса Саксонского, который к тому же является предком известной писательницы Жорж Санд. И еще одна гордость церкви – это орган Зильбермана, на котором когда-то играл Моцарт во время пребывания в Страсбурге в 1778 году. Конечно же, я не хотела долго задерживаться в этой церкви, потому что мне очень хотелось уделить больше времени и внимания Страсбургскому кафедральному собору, на поиски которого я и отправилась. Приближаясь к Страсбургскому собору, я не могла не пройти через площадь Иоганна Гутенберга, на которой расположен памятник известному книгопечатнику. Памятник установили в 1840 году в честь 400-летия изобретения книгопечатания. В Страсбурге Гутенберг прожил около 10 лет. И только после возвращения в свой родной город Майнц он начинает свои эксперименты с печатью и изобретает способ книгопечатания с помощью наборного шрифта. Первыми книгами, выпущенными с помощью печатного пресса, были Библия и Псалтырь. Если внимательно присмотреться к памятнику, то вы увидите, что в руках скульптуры Гутенберга находится лист отпечатанной Библии, на котором написано «И стал свет». И вот я уже вижу вдалеке Страсбургский кафедральный собор. И так как это основная достопримечательность города, рядом находится большое количество различных сувенирных магазинов, кафе, ресторанов и различных магазинчиков, рассчитанных на туристов. И, конечно же, есть желающие немного подработать и развлечь туристов. Мы сейчас с вами видим выступление местного музыканта. Страсбургский кафедральный собор принадлежит Римской католической церкви и на протяжении 200 лет был самым высоким зданием мира. Строительство собора началось в 1015 году, и в последующие века собор достраивался и менял свой внешний облик. К строительству приложили свои руки как французские, так и немецкие архитекторы, поэтому здесь сочетаются романский и готический архитектурные стили. Первая северная башня высотой 142 метра была построена еще в 1439 году, а южную башню так и не достроили, поэтому собор выглядит немного асимметрично. Этот собор посвящен Деве Марии и считается самым красивым и большим в мире. В храме очень много скульптур и витражей, которые представляют собой настоящие произведения искусства. Но туристов больше всего привлекают астрономические часы. Это как сердце, которое бьется внутри собора. Часы – это уникальный шедевр эпохи Возрождения. Над астрономическими часами работала целая команда специалистов. Но несмотря на то, что часы были оснащены редкими механическими составляющими, все же они останавливались 2 раза. Их восстановил и усовершенствовал часовых дел мастер Жан-Батист Швильге. Часы в действии можно посмотреть ровно в 12:30. В это время слышится звон колокольчика, в действие запускаются фигурки. Петух кукарекает, появляется Иисус Христос, а за ним 12 апостолов. Все это выглядит как небольшое театральное представление. Что же еще показывают астрономические часы?
Собственно, кроме времени, часы показывают движение по орбитам Луны, Солнца, планет, а еще время рассвета и заката, фазы Луны, дни недели, часы затмений лунных и солнечных и меняющиеся даты христианских праздников. Это основное. И еще добавлю, чтобы осмотреть часы и послушать историю их создания, нужно заплатить за это 4 евро. А вы можете посмотреть всю эту красоту в моем видео. Что же еще есть интересного в соборе? Сейчас мы с вами сделаем обзорную экскурсию. Красиво и неотразимо так называемая роза в центре собора. Она как бы парит в воздухе, пропуская свет в храм. По обеим сторонам храма вы видите витражи, воссоздающие библейские сюжеты. Говорят, что это было наглядное пособие Библии для тех, кто не умел читать. Алтарь в храме довольно необычный. Он украшен фресками XIX века. В центре алтаря витраж с изображением Богоматери. На витраже, если присмотреться, 12 звезд европейского флага, а в руке Иисуса цветок лилии, символ города Страсбург. Однако в храме имеется еще 2 старинных алтаря. Алтарь святого Панкратия и алтарь святого Роха, Маврикия и Николая. Еще одной исторической ценностью собора является самая старая колонна – 4-сторонний столб ангелов. Его еще называют колонной страшного суда. Также в соборе мы можем увидеть великолепный орган работы Зильбермана. И, конечно же, восхищение вызывает кафедра. Это как готическое кружево, сплетенное мастером Гансом Хаммером. Еще расскажу про одну скульптуру, довольно необычную для храма. Это скульптура песика. Кто будет в храме, ищите ее недалеко от кружевной кафедры. Говорят, что песика нужно почесать за ушком и загадать желание, оно обязательно сбудется. Сегодняшняя экскурсия получилась довольно насыщенной и информативной, но это далеко не все достопримечательности города. Если у меня получится, я сделаю еще один ролик о Страсбурге. А сегодняшнее наше путешествие подошло к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и, конечно же, писать комментарии. Все это помогает развитию канала. С вами была Светлана. До новых встреч на моем канале в наших новых путешествиях.